Мир просто стал безумным. Страна оказалась на грани революции. Надо умно взять деньги. Не верьте советским газетам. Ставка будет 23%. Ситуация будет ужесточаться. Страна вымирает. Так пусть сдохнут эти девелоперы. Вспышка справа, ты такой, вспышка слева, ты такой. Наше правительство придет каким-то директивным методом. Звучит как план. Что, совсем, ребят? Значит, понял, что в жизни главное — в этом-то вся и соль. Всем привет! На этой неделе я вновь с новостями на канале номер 1 про бизнес и деньги. В Абхазии вспыхнули протесты. Страна оказалась на грани революции. Если что-то произойдет, вы виноваты все! Те, кто захватил, те, кто попытался совершить государственный переворот, должны освободить комплекс зданий, после чего я готов назначить выборы, готов подать в отставку, вице-президент будет управлять страной и пойти на выборы. И пусть люди скажут, кого они поддерживают. 11 ноября в парламенте Абхазии рассматривали инвестиционное соглашение с Россией. По нему российские юридические лица могут законно реализовывать на территории Абхазии инвестпроекты. Абхазия — это небольшая страна, я там был, это буквально вот несколько городов, там несколько деревень, но очень такая мощная, очень самобытная, очень самостийная. Давайте поподробнее, что это были за соглашения и почему такая вот буча вдруг разразилась. Итак, речь идет о строительстве многофункциональных комплексов на территории республики. Они будут включать в себя офисные комплексы, торговые, спортивные, выставочные, нежилые, девелопмент. Вот. И абхазы возмутились, как это вот россияне будут там инвестировать и что такое, а нам? Вот. Абхазы — это гордая страна, и поэтому они все говорят «а нам». Вся эта вот буча — это, в общем-то, не что иное, как просто расторговка. И я напомню, что все эти вот годы отношений с соседней Россией, Абхазией, они были вот таковы, что буквально в Абхазии был беспредел после войны. Многие мне знакомые рассказывали, что могли запросто отжать бизнес, да, даже убить. Так вот было в Абхазии. Сейчас все поспокойнее. Сейчас, знаете, что происходит? По закону местному, недвижимость иностранцам покупать нельзя. Так россияне что придумали? Они, оформляют эту недвижимость там на местных, там придумывают какие-то схемы, иногда даже там женятся, замуж выходят, вот, обойти эти законы. Сейчас все как бы поспокойнее, но спокойно-то спокойно. Но однако легитимных-то оснований нет. И в любой момент может пыхнуть. И вот, пожалуйста, как только там какие-то слушания идут, как только там какие-то концессии намечаются, и вот и пыхает. Вот. И, конечно, с этим надо что-то делать. И очень глупо это, я считаю, не брать деньги от российских инвесторов. Надо умно взять деньги, но чтобы экономика росла. Потому что такое состояние, как сейчас в Абхазии, мне кажется, это просто какой-то древний век. Итак, давайте разберемся поподробнее. Зачем эти соглашения все понадобились России? Здесь все просто. Абхазия после грузино-абхазской войны находится на таком гарантии безопасности от России. Россия постоянно вливает какие-то деньги в Абхазию, и эти деньги успешно куда-то там растворяются. Не очень все это приятно, однако туристы вот из соседней там Сочи прямо-таки ломятся в Абхазию, потому что в Сочи все перегружено, а в Абхазии все свободно, так дикая природа, знаете, как ломились раньше на дикий пляж. Поэтому россияне говорят, раз мы столько времени поддерживаем страну, гарантируем безопасность, давайте мы что-нибудь здесь построим, экономику обновим, чтобы уже сама экономика давала деньги Абхазии, налоги были бы, чтобы бюджет стал бездотационным. А сейчас знаете, какая обстановка? Бюджет Абхазии всего 12 миллиардов рублей, и 5 еще миллиардов заложено помощи от России. То есть, нет, в общем-то, бюджета, то есть страна вот как бы живет на подножном корму. Вот зачем это все соглашение России. Кто выступает все-таки против того, чтобы Россия принесла деньги в Абхазию и построила эти классные комплексы, которые дадут налоги, да, будут больницы, дороги и благоустройство? Кто выступает? Так называемая оппозиция. Кто финансирует эту оппозицию? Давайте так. С одной стороны, это влиятельные кланы, а с другой стороны,
Это способ кое-каких геополитических оппонентов подогреть ситуацию, вот, которая имеет вот такие вот признаки нестабильности, вот подогреть ее. Вот и все. Поэтому, конечно, это большая-большая глупость и большая-большая потеря для Абхазии, да, позволять вот этой вот оппозиции разрушать основы социально-экономического благоденствия Абхазии. Вот. И я не против, вообще говоря, оппозиции, но когда оппозиция действует столь разрушительно и глупо, то надо посмотреть, оппозиция ли это политическая, или это использует кто-то внешний, там, какой-то там игрок, вот эту оппозицию, чтобы ушатать и расшатать внутреннюю ситуацию. Ну и по факту что получается? Все, за что ратует так называемая абхазская оппозиция, это абсолютно неконструктивно. Смотрите, что происходит. Многие абхазы уже имеют русские паспорта. Русский капитал уже в Абхазии, ну, там, во всем. Многие комплексы современные, ну, построены на русский капитал. Это, против чего бастовать? Против того, что уже случилось. Это, вот. Поэтому на самом деле я бы так сказал. В общем, свет в туннеле уже виден. Надо просто еще раз провести вот эти вот прения и дебаты, так сказать, успокоить ситуацию и идти дальше. Ледокол никогда не останавливается, даже перед 6-метровым льдом. На этой неделе все обрадовались. Набиуллина наконец заявила, что в марте снизит ключевую ставку Центрального банка, но радость была недолгая, и все потом очень расстроились, потому что Набиуллина сказала, что ни хрена не снизит. Короче, новость, разлетевшаяся в телеграм-каналах, оказалась просто фейком, поэтому не верьте советским газетам, не читайте их с утра. И чтобы вы знали, у меня есть мой прогноз, инсайт, я этим пользуюсь, ставка будет 23% до конца 2025 года, да, до 4-го квартала 2025 года, я считаю, ставка будет 23%. В стране гигантская инфляция, огромный военный бюджет, все финансирование ВПК — это одноразовые деньги. Ну, понимаете, да, военная продукция, ее произвели, сожгли, это раз. Второе, при таких ставках уже сейчас, ну, начался повальный процесс, когда корпорации, крупные компании, они перестают инвестировать. Все инвестиционные проекты, у них внутренняя доходность 15%. Что такое ставка 23-25%? Ну, это означает, что просто все деньги, отправленные в инвестиции, это просто прямая потеря. И корпоративные менеджеры, а они же тоже математики, они такие все на KPI-сах, на метриках и так далее, они начинают притормаживать инвестиции и так далее. Уже сейчас правительство обсуждает меры по запрещению компаний, корпораций размещать деньги на депозит. Понимаете? То есть сейчас уже идет ручное регулирование практически по всем фронтам. И еще раз говорю, не считаю, что это вот на бат бить надо, в колокол, это вот такая естественная регуляция, иначе у нас, знаете, так, все опять пойдут вот депозитить. Но я вам вот хотел о чем сказать. Смотрите, вот в такой период, как сейчас в России, наиболее сильно работает совершенно другой подход, когда цены замораживаются, да-да, не удивляйтесь. Когда идет предписание или директива направлять деньги компаниям не на депозиты, на финансовые рынки и так далее, а на инвестиции, прямо директива. То есть это такая, знаете, квазивоенная экономика. Способы выйти из пике и подавлять высокой ставкой инфляцию, ну, у этого наступил уже давно технологический предел. Можно, конечно, дальше еще подождать, но следующий уже шаг, вот когда ставка будет 23-25% и так далее, дальше, скорее всего, наше правительство придет к каким-то директивным методам. Эти директивные методы будут нормировать и предписывать компаниям отправлять деньги не на депозиты, а в инвестиции. Эти директивные методы будут содержать регулирование цен по каким-то там продуктам и товарам. Эти методы будут, ну, вводить, ну, такие разверстки. Конечно, вот перестройка в такие методы страны, она будет очень болезненная, но я хочу, чтобы все предприниматели, бизнесмены подготовились к таким вещам. И все это еще на фоне того, что ожидается там 15-16 пакеты санкций. То есть они уже объявлены, и эти пакеты, они будут касаться, ну, именно так способов обхода санкций и так далее. Поэтому ситуация будет ужесточаться. Поэтому, друзья мои,
Я вам предлагаю все меньше и меньше смотреть на то, что говорит Эльвира Набиуллина, и все больше и больше присматриваться к инициативам правительства, которые прямым образом начинает регулировать экономику. Потому что ситуация на экономическом рынке ухудшается. Цена на нефть идет вниз, поэтому ситуация будет становиться такой стабильно тяжелой. Поэтому, друзья мои, затяните пояса. И вот не надо веселиться, потому что многие говорят: да, если нас вот эти санкции, кризисы там не убили, значит все нормально. Ничего нормального нет. Ситуация удушения продолжается, нам следует работать. Как действовать в этих вот турбуленциях, в этих условиях, я рассказываю на программе личного наставничества «Ярд с Рыбаковым». Поэтому ссылка на эту программу будет здесь под этим видео. Приходите, если хотите, ну, не умереть как минимум, а как максимум воспользоваться даже моментом. Потому что в эти моменты, моменты турбуленции, есть, конечно, очень интересные ходы. Я вам их расскажу. Наконец-то стало ясно, что сделает Трамп в 24 часа после того, как вступит в должность президента. Он же обещал закончить конфликт в Украине за 24 часа. И вот уже известно, он опубликовал план. Он так и сказал, что в первый день президентства я собираюсь назначить спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. Все. На этом все. Но, в принципе, хороший план, звучит как план. Итак, друзья мои, Трамп также сообщил, кто возглавит ключевые органы в Америке. И, в общем-то, шокировало кое-кого. Итак, ЦРУ возглавит бывший директор национальной разведки США Джон Рэдклифф. Он, кстати, критиковал Байдена и говорил, что у Байдена Украина прежде всего, а, например, Агая там на каком-то последнем месте. Главой Пентагона будет ведущий телеканала Fox Пит Хексет. У него нет опыта в Минобороны и правительстве, но есть служба в армии и много очень ярких татуировок и очень, конечно, мощная позиция, он ее сильно там заявляет. Да, Илон Маск, конечно же, Илон Маск возглавит новое ведомство — Департамент эффективности государственного управления. Илон Маск уже пообещал создать рейтинг лидеров по самым безумно глупым налоговым тратам. Мне кажется, интересная инновация, кстати. А вот интересно, в России бы кто возглавил рейтинг по самым безумным налоговым тратам? Да? Если у вас, кстати, есть варианты, напишите мне, мы уже начнем тогда составлять этот рейтинг, а вдруг в России тоже. Ведь в России часто, насмотревшись на западный мир, значит, пытаются скопировать. Некоторые инициативы Запада я бы все-таки не стал бы переносить в Россию, но вот то, что придумал Илон Маск, Департамент эффективности госуправления и некий рейтинг, я бы точно скопировал, потому что это точно бы дало возможность, во всяком случае, не хоронить, знаете, в нашей информационной повестке, ну, самые большие глупости. Ведь глупость, она не сама по себе плоха. Глупость плоха, если мы не отрефлексируем эту глупость, не научимся ничему. Но если мы ее увидим, изучим, изберем, там, разберем и не будем повторять эти глупости, то глупость перестает быть глупостью, потому что правительство, чиновники, руководители только так учатся. Учатся, разбирая ошибки, которые сделали. Поэтому не надо бояться ошибок, надо бояться повторять те же самые ошибки в будущем. Итак, инаугурация Трампа 20 января. Ждем, но мне кажется, до инаугурации Трамп наворотит много чего. Вы сами уже видите, что не проходит бесследно ни один день, ни один час буквально. Сообщения летят. Да, поэтому, а уж вот эта вот парочка, Трамп и Маск, мне кажется, они наворотят точно много чего. Давайте, ребята, мир не просто меняется, мир просто стал безумным. Поэтому мы в этом безумном мире должны что делать? Должны не сойти с ума. Для этого смотрим канал номер 1 про бизнес и деньги Игоря Рыбакова, подписываемся. Не надо смотреть больше ничего, ну, мультики смотрите, только добрые. Добрые про ежика, вот это. Ежик в тумане, помните? Следующая новость для меня очень приятная, она, я считаю, главная на этой неделе, и эта новость такова. На этой неделе прошла презентация концепции школы рыбаков в Москву. 15 ноября был Международный день меценатов, и именно в этот день концепция школы рыбаков в Москву была обнародована. Я очень рад, все чаяния мои как родителя, как деятеля, как мецената учтены в этой концепции, и уже в 2025 году, 1 сентября, школа откроет двери для детей, для тех семей, кто реально, истинно думает о будущем своих детей. Подробности вы найдете здесь по ссылке.
подключайтесь, значит, в виде, если вы хотите быть педагогом в этой школе, если вы семья, которая хочет сотрудничать с Рыбаков Москву, я вас жду. И еще хочу отдельно сказать, дорогие предприниматели, дорогие бизнесмены, к вам обращаюсь. Давайте больше строить школ, детских садов, частных я имею в виду, да? Давайте воплощать свои мечты, свои представления о том, какая должна быть школа. Ведь и наши представления, воплощенные в виде школы, это наш способ повлиять на то, каким будет наше будущее. И Международный день мецената, который празднует весь мир 15 ноября каждого года, это еще один наш способ вспомнить, что каждый человек меценат, каждый человек попечитель, покровитель и так далее. Ведь меценат — это не тот, кто скупает картины умерших, да, а тот, кто поддерживает современников, чтобы они проявились наилучшим образом в социальном плане, в образовательном, в культурном и так далее. Я лично, Игорь Рыбаков, меценат. И я призываю всех бизнесменов, предпринимателей тоже становиться меценатами и одаривать себя вот этой влиятельностью, величием, чтобы мы смогли вплести свое историческое сообщение в историю человечества. В России растут риски банкротства девелоперов, а в правительстве вдруг заявили, что не допустят массового разорения девелоперов. И, в частности, Марат Хуснуллин пообещал, власти все сделают для этого. А я бы, Марат Хуснуллин, сделал, чтобы они сдохли. Эти девелоперы, которые разогнали цены, которые строят вот эти спальные шкафы, спальники, я видел эти все проекты. В этих проектах вот такие вот многоэтажки, да, пятерочка стоит или какой-то магнит, да, никакой социалки и так далее, да, и там понапихано кучу людей и так далее. И квартиры сокращены до такого размера, что вот, ну вот, все, что я не знаю, что там можно такое, ну, спальный шкаф и все. Поэтому, когда опять в очередной раз, вот сейчас, да, у них на корню очень много этих комплексов, они их вот финансируют, они вдруг рапортуют, что у них на 50-60% рухнули продажи новых квартир. Да кому не нужны эти квартиры-то, ребят? Люди наконец-то расчухали, что не нужны эти спальники и так далее, до которых не доехать, а потом не уехать. Спальники, рядом с которыми невозможно жить, там нет стадионов, там нет школ, там нет университетов, там нет ничего. Надо из этих спальников обязательно куда-то ехать, 2 часа в одну сторону, потом 2 часа в другую. Это что за жизнь такая? Мир давно придумал концепцию так называемых 15-минутных городов, где пешком внутри вот этого городка все есть, все доступно, 95% всего. Зачем мы позволяем продолжить застраивать вот этим вот девелоперам вот эти вот спальники, спальные районы, до которых маршрутка ходит? И очень расстраивает меня, хотя я сам производитель строительных материалов и сам вроде был бы заинтересован, чтобы вот больше потребляли. Да не хочу я, чтобы больше потребляли и создавали то, что ухудшает качество жизни. Ну, знаете, что такое качество жизни? Вот непреложная ценность. Живет семья. Очень простой индикатор. Если в семье рождается больше, чем 2,5 ребенка, ну, простите меня за математику, ну, то есть, например, 3 ребенка, 4, это означает, что семья живет, ну, качественно. А знаете, какой коэффициент рождаемости вот в этих вот спальниках, которые понастроили вот эти вот девелоперы, которых собираются спасать? 1,3. Что такое 2 человека родили за жизнь 1,3? Это означает, что страна вымирает. Так вот, страна вымирает из-за таких девелоперов. Так пусть сдохнут эти девелоперы. Они, конечно, не сдохнут. Они перестроятся, потому что они как только поймут, что надо перестраиваться, обязательно перестроятся. А что будет, если им взять и помочь? Вот они то, что делали, они это и продолжат. Вот поэтому, на мой взгляд, надо менять систему расселения и делать локальные центры, в которых есть и рабочие места, и жилье, и учеба, и отдых, и развлечения, да? И тогда люди между вот этими локальными центрами приезжают только друг к другу в гости. Дороги совершенно не нужны, тогда огромные вот эти вот трассы, махин. Понимаете, нету вот этих всех непроизводственных расходов и так далее. Но это другая модель, которую нужно создавать, нужно голову напрягать. И именно поэтому научно-образовательный центр «Города будущего» мы создали вместе со сподвижниками в МФТИ. И научно-образовательный центр «Города будущего» будет кропотливо и усердно изучать вот этих вот девелоперов, у которых люди не рождаются в их вот этих замечательных комплексах. Мы будем делиться этим,
на научно-практических конференциях, обмениваться опытом, чтобы распространить наилучшие практики. Хочу вам сообщить, что 20 ноября состоится торжественное открытие научно-образовательного центра «Города будущего». Я вас очень приглашаю. 20 ноября следите за моими соцсетями. В России запретили пропаганду child-free и введены достаточно большие штрафы. Например, 400 тысяч рублей для физических лиц, 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Также депутаты приняли закон, который запрещает отдавать на усыновление и удочерение детей в страны, где разрешена смена пола. Ну а по просьбе РПЦ, которая заволновалась, а как же монахи и так далее, да, ну вот введена поправка, что под этот закон не будут попадать, значит, вот истории с монашеством. Мне кажется, что-то в этом не то запрещение. Дело в том, что запрещение — это как будто мы возвращаемся в старый способ индустриального мира, когда, ну, чтобы чего-то нежелательного не происходило, надо было это запретить, там, на цепь посадить и так далее, штрафы. Ну и что помогло? Просто это в подполье уходило все. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы вот рост рождаемости происходил, для этого нужно условия создавать, например, города будущего или такие города, в котором детишки рождаются. Для того, чтобы создавались условия, привлекательные для современных людей, вот эти запреты, они, мне кажется, служат еще одним, ну, таким, знаете, привлекательным чем-то. Ведь все, что запрещено, все это искушение. Для современных людей это все не подходит. И это все очевидно. И доколе наша страна, наше общество, наши деятели, наши умы, наша элита, наши творцы, наши законотворцы, наши пророки не найдут иных решений, привлекательных для людей, мы так и будем запрещать. Бессмысленно и беспощадно подавлять социальную энергию общества. Вот какое мое личное мнение ко всем этим запретам. В Екатеринбурге снова выпал снег, и тут как тут объявились членовики. Большие такие, разные, всякие членовики. Как произошло, что город Екатеринбург стал наполнен этими членовиками? Ну вот смотрите, прошлой зимой студенты вышли и азартно слепили несколько вот этих изваяний. А коммунальщики приехали на бульдозерах, тракторах и жестко, это все жестко, под корень, понимаете, снесли. Студенты расстроились, обиделись, и пошел городской флешмоб. Все. Теперь членовики повсюду. Люди традиционные, такие серьезные, они осуждают это. Они говорят, ну как это, вот, там, что такое, надо запретить, опять запретить. Ну, друзья, ну как запретить? Ну как запретить вот это народное творчество? Ну это же Екатеринбург, ну это же, ну, Урал. Я сам родом с Урала, я с Магнитогорска. Ребята, Екат рулит, Урал рулит. Пусть будет много членовиков. И вообще, я считаю, в городе, в котором нет изящного такого вот постамента, знаете, такого монумента, такого объекта современного искусства, там, посвященного какому-нибудь органу человеческому, сказать, детородному, да, то как бы что за город такой? Да, поэтому, пожалуйста, членовики вперед, и те, кто тоже захочет в своем городке, селе, там где-то на районе поставить член, добро пожаловать. Кто бы мог подумать, что украшательство города большими вот этими членами, да, это будет такое азартное действие, что тысячи людей будут принимать в этом участие. Ну, кто бы мог в этом подумать? И вот городские власти продолжают с этим бороться и заявляют, мы будем с этим бороться. Ну и как вы думаете, это же только побуждает азарт. Это же студенты. Я помню, как мы на физтехе в день студента бетонные плиты, вот эти вот бетонные, знаете, такие вот 30 студентов на лямках, мы эти бетонные блоки посреди дороги вывозили, ставили и потом зырили, как эти машины, значит, не могут проехать и так далее. Ну, ребят, ну дайте студентам позабавиться, ну так далее. Никто, кстати, нас, физтехов, за это не карал. Ну, пришли там, сказали, ну вы что, совсем, ребят, одурили, бетонные блоки, значит, на дорогу вывозите. Но поверьте мне, ни одна машина не пострадала, ни один человек не пострадал, все только улыбались. Поэтому давайте так, доколе вот такие развлечения будут у студентов, да, допускай, пускай коммунальщики борются, городские власти, студенты радуются. Ну, ребят, это лучше, чем расстройство, депрессия, подавленное состояние. Вот такие вот новости мне очень нравятся, и пусть они кого-то шокируют, но они на самом деле вселяют в нашу жизнь радость
и, ну, некое такое, знаете, улыбки. Давайте улыбаться дальше. И вот еще одна новость этой недели. Национализировали отель Four Seasons. Кто-то из вас бывал на Красной площади, видел, наверное, там сбоку стоит такое здание эклектическое, такое там с губастыми женщинами, с какой-то там архитектурой. Ну, честно говоря, оно мне очень не нравится. Так это Four Seasons. Там внутри, кстати, неплохо. Там сделали когда-то реконструкцию. И вот это все Four Seasons принадлежало Алексею Хотину, бывший, значит, совладелец банка Югра. Он сейчас в местах не столь отдаленных сидит, потому что ему инкриминируют там растрату много-много миллиардов рублей, и вообще он украл там якобы много денег, там 283 миллиарда вот в этом банке, тратил эти деньги на свои нужды и так далее, закладывал активы, а потом эти активы каким-то образом выводил. Я вообще не понимаю, как можно заложенные активы по документам вывести. Не знаю, все эти Росреестры и так далее, есть что, сговор лиц там и так далее. Вот, ну ладно. Я к чему-то? Друзья мои, государство у нас не кровожадное, и национализация бывает только в том месте, где, конечно, мошенничество, жульничество и какая-то растрата. Поэтому тебя посадят, а ты не воруй, как говорил классик. Хорошо, что находят преступников, хорошо, что изымают имущество, это все хорошо, потому что, конечно, это все такая основа неконкурентности российской экономики, когда можно вот так просто прийти и своровать какие-то сотни миллиардов рублей. Вот, это ужасно. Я очень рад, что в данном случае деньги нашлись, хотя бы частично и так далее. Я очень хочу пожелать правоохранительным органам справляться вот с этими вот задачами. Хочу всем бизнесменам, предпринимателям сказать: не воруйте. Да. Это кончается плохо. Вот вам пример, как с Алексеем Хотиным. Вот. Поэтому, друзья мои, заканчиваю этот выпуск. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Хочу, чтобы, давайте, мы вместе с вами размножали хорошее, и тогда плохого места просто не останется. Хотел вам сказать, что я вас очень люблю, обнимаю. С большим уважением, Игорь Рыбаков. Когда смог свои крылья белые ты расправить, забыв про боль, значит, понял, что в жизни главное — в этом-то вся и соль.